Всем привет! Вы на канале Вещь, и мы будем говорить об истории возникновения обычных для нас вещей. Много ли мы знаем о вещах, которые нас окружают в жизни? Скорее всего, не очень. И поэтому мы попытаемся разобраться в этих простых вещах. И наша сегодняшняя история о вещи, которая помогает нам оставлять след в истории. Как, когда, зачем и почему людям понадобилось писать на поверхности предметов, а со временем и на бумаге. Давайте разбираться. Поехали! История протяженностью 6000 лет. Первыми средствами для изображения символов были рука, палка и камень. Рукой и палкой можно было рисовать на песке, а камнем на скале. Около 4000 лет до нашей эры человек начал использовать смоченные глиняные дощечки. При этом ручкой служила деревянная или бронзовая палочка, либо кость. Около 3000 лет до нашей эры египтяне изобрели форму письма в виде иероглифов. Изобретение ручки имеет длинную предысторию. Началось все с изображений. Наши предки писали грубыми инструментами, которые со временем становились все более и более совершенными. Именно благодаря письму мы смогли создавать, делиться знаниями и учиться, оставлять память следующим поколениям. Первые надписи были вырезаны из дерева и камня каменными и металлическими предметами. Позже человечество начало использовать своеобразные стилусы для писания на восковых табличках, кисти, мел, а вскоре и перья. Ручка в ее изначальных исторических вариациях и прототипах очень древний письменный предмет. Она выдержала испытания временем, и даже в век высоких технологий, когда мы обмениваемся информацией при помощи электронных гаджетов, все равно продолжаем ее использовать. Первые ручки, которые использовали чернила, появились в Древнем Египте, но выглядели они несколько иначе, чем мы привыкли видеть их сейчас. Давние египетские писари использовали для письма на папирусе так называемые тростниковые ручки. Затем появились перьевые инструменты, которые делали из перьев крупных птиц, и появились они предположительно в 7 веке. При этом ручки из тростника оставались популярными до периода Средневековья. Перо гуся применялось писарями чаще всего, так как было удобно в поиске. Гусь у многих был под рукой, так как это птица домашняя. Помимо него, однако, также писали перьями воронов, пеликанов, павлинов, страусов, лебедей и других птиц. Писать подобным пером без должной обработки было невозможно, поэтому поэтапно гусиное перо приводилось в порядок. Сначала удалялись часть тонких веточек пера, которые мешали бы держать сам инструмент. После перо вываривалось в щелочном растворе для удаления всех жиров. Далее перо закаливалось в горячем песке и очинялось, чтобы конец пера был более-менее острым, и им возможно было писать. Стоит отметить, что металлические, как до сих пор их называют, перья, появились еще во времена Древнего Рима, но были очень дорогими и редкими, поэтому, скорее всего, только достопочтенные вельможи могли их себе позволить. По этой причине гусиные перья использовались в очень большом временном промежутке. Более-менее массово металлические перья появились лишь в 18 веке. Первые ручки с металлическими наконечниками были изготовлены в 1822 году Джоном Митчеллом из Бирмингема. Качество стальных наконечников улучшилось со временем, и погружающаяся в чернила ручка с металлическими наконечниками стала популярным пишущим инструментом. Способ был достаточно простым. Ручка погружалась в чернила, которые оставались на кончике из-за капиллярного действия. Но были также ручки, у которых были специальные резервуары, и их уже не нужно было часто макать. Однако большой популярности и широкого круга применения оно так и не имело, поскольку перо было без прорезей, а брызги от чернил разлетались во все стороны. Спустя пару лет появляется первый станок, позволяющий наладить массовый выпуск стальных перьев методом штамповки. Его изобретателем в 1826 году стал Мазон. Технология производства постоянно совершенствовалась, а к 1850 году на счету бирмингемских мастерских числился выпуск практически половины мирового количества ручек и перьев из металла. Так уже к концу 19 века гусиные перья фактически ушли из активного применения, а на смену им пришла ручка со стальным пером. Созданные
румынским изобретателем Петраке Поинару перьевые автоматические ручки принято считать первыми образцами. Он получит патент на свое самозаряжающееся портативное перо с чернилами в 1827 году. Эти ручки были достаточно революционными. Конечный результат был чем-то более-менее визуально привлекательным, чем обычные перья. Несмотря на их несомненную ценность, в дизайне Поинару было много недостатков. Для начала, у них не было системы для регулирования потока чернил, поэтому они растекались по всему листу бумаги. Что еще хуже, чернила в 19 веке имели свойство сворачиваться до момента достижения кончика пера. Дизайн Поинару не был идеальным, а люди продолжали искать ручку, которая бы не протекала или не нуждалась в постоянном пополнении. Только в 1884 году, почти через 60 лет после изобретения Поинару, Льюис Уотерман, страховой агент из Нью-Йорка, усовершенствовал авторучку. Некоторые ошибочно считают, что первая перьевая авторучка была изобретена Уотерманом, но он лишь довел до ума образец давно изобретенной ручки. Его обновленный дизайн использовал камеру из каучука снаружи и чернильную подачу с углублениями внутри. Чернила плавно поступали, следуя простым законам гравитации, не заливая бумагу. К 20 веку дизайн от Waterman претерпел еще больше изменений, таких, к примеру, как добавление сменного чернильного картриджа. Инновационное по тем временам изобретение, такое как ручка, делали вручную. Такая ручная работа стоила очень дорого, поэтому быстро стала предметом роскоши, и лучшие образцы были доступны только элитному классу. Весомый вклад в дальнейшее совершенствование перьевой авторучки сделал Джордж Паркер. В 1889 году он запатентовал свое первое в мире известное изобретение. В 1892 году компания Parker Pen выпустила ручки, которые имели подачу, изогнутую к боковой стенке цилиндра, что препятствовало выливанию чернил на бумагу и пересыханию после того, как ручка оказывалась в горизонтальном положении. Шариковая ручка стала поворотным моментом в развитии этого пишущего приспособления. До 1888 года никто даже и не догадывался, что на смену перьевым ручкам придут шариковые ручки и завоюют своим удобством и простотой использования весь земной шар. Первый шаг к этому был сделан в 1888 году, когда американский изобретатель Джон Лауд получил патент на чернильную ручку, способную писать на грубых поверхностях, таких как дерево, грубая упаковочная бумага и других, не цепляясь за неровности пером. Собственно, перо отсутствовало, чернила подавались на поверхность маркировочной сферой, которая поддерживалась рядом более мелких шариков. Конструкция шариковой ручки Джона Лауда очень сильно напоминает современные шариковые дезодоранты. Для шариковой ручки использовались специальные чернила. Они были более вязкие, чем те, что подходили перьевым ручкам. Такая особенность первых шариковых ручек заинтересовала многих предприимчивых граждан, и вскоре уникальное изобретение со стремительной скоростью распространилось в Америке, постепенно покоряя все больше поклонников удобных шариковых ручек. Было выдано более 300 патентов, но все они имели серьезные недостатки. Чернила вытекали, шарики забивались. Идея создать шариковую ручку появилась и у венгерского журналиста Ласло Йожеф-Биро в середине 1930-х. По роду своей работы он часто бывал в типографии. Однажды, наблюдая за тем, как ротационная машина выпускает практически сухие газетные листы, он подумал, что было бы здорово, если бы чернила перьевой ручки высыхали так же быстро, как и типографская краска. Ласло провел исследование и понял, что разработать столь удобную перьевую ручку пока невозможно. Чтобы чернила быстро высыхали, они должны быть достаточно густыми, а такие чернила быстро забьют систему капилляров перьевой ручки. Но Ласло не остановился на этом. Своей идеей Ласло увлек брата Георга, и они вместе смогли разработать ручку новой конструкции. Так, в 1938 году Биро и его брат Джордж первыми пришли к выводу, что для шариковой конструкции требуются совершенно особые чернила. С одной стороны, они должны очень
очень быстро сохнуть на бумаге, с другой не застывать на самом шарике, чтобы не мешать ему вращаться. Ласло взял за образец быстро сохнущую типографскую краску. С помощью брата разработал двухкомпонентные чернила, состоящие из пигмента и глицерина, которые быстро впитывались в бумагу. К пишущему узлу густые чернила подавались с помощью подпружиненного поршня и капиллярного эффекта. Наступала война. Жить в поддержавшей Третий рейх в Венгрии либеральный журналист Ласло Биро не желал, и скоро, захватив опытный образец ручки, он эмигрировал в Париж. Потом пожил в Испании и, наконец, осел в Аргентине. В 1940 году в Аргентину перебирается и брат Георг, и в том же году венгерские братья и их аргентинский друг Хуан Мейн, ставший инвестором проекта, начинают готовиться к производству шариковой ручки. Первые ручки появляются в продаже в 1942 году под именем Биро. Ручка братьев Биро, выпускающая их аргентинская компания Этерпен с 1943 года, оказалась довольно удачной. В 1944 лицензию на ее производство купила Великобритания, где эти ручки под маркой Биро отлично зарекомендовали себя в королевских ВВС, так как перьевые ручки на высоте постоянно вытекали. Чикагский предприниматель Мильтон Рейнольдс познакомился с ручками Биро в Аргентине. Поэтому, когда он вернулся в Америку, он выяснил, что ранее точно такое же изобретение было запатентовано другим американцем Джоном Лаудом. К тому времени срок действия патента Лауда истек. Рейнольдс сделал свои собственные шариковые ручки на основе конструкции Биро, а попросту украл идею и оформил в США новый патент, но уже на свое имя. Всего за 4 месяца он с помощью инженера Уильяма Хурнергарта переработал ручку, чтобы обойти патенты Биро. Вместо капиллярного эффекта предложил иное решение. Тонкий резервуар, открытый с одной стороны, откуда паста подавалась к шарику под действием силы тяжести, и выпустил ее в продажу раньше, чем это сделал официальный производитель. Успех ручек Рейнольдса был огромный. Менее чем за год было продано 2 миллиона ручек. Правда, восторг покупателей был недолг. Ручки, как и прежде, протекали, оставляли пятна и портили одежду. Затем на рынок вышли конкуренты, и началась война шариковых ручек – рекламная, патентная и ценовая. К 1950 году ручки стоимостью менее $1 наводнили рынок, и их низкое качество на короткое время даже привело к возвращению перьев. Однако в 1960-х под натиском технического прогресса перьевые ручки все-таки сдали свои позиции. На этот раз окончательно. Новая эра в производстве шариковых ручек началась благодаря Марселю Бишу, который позже изменил свою фамилию на Бик. Владелец фабрики по изготовлению канцтоваров Марсель Бик внимательно следил за успехом братьями Биро. Еще не приобретя патент, он уже был инвестором в технологии тонкой обработки металла, где удалось разработать шарик для ручки из нержавеющей стали. Сейчас для его изготовления используют карбид вольфрама, диаметр которого был всего миллиметр. По тем временам это немыслимая точность. Он решил сделать ручку одноразовой, за счет чего уменьшить ее цену до стоимости стержня – 29 центов взамен $10. В качестве прототипа для своей ручки Бик использовал разработку братьев Биро. В 1950 году Бик выкупает патент Ласло Биро и серьезно модернизирует его изобретение. Он запускает производство атомной ручки. Такое название, следуя моде, он дал своему продукту. Для производства своих ручек он использовал швейцарский очень точный метод обработки металла, вследствие чего шарики в ручках стали диаметром всего 1 мм. Такая шариковая ручка писала тоньше, а чернила в ней не просачивались и не оставляли чумазых пятен на бумаге. Кроме того, Бик сделал свои ручки разборными. В них можно было менять стержень, который стоил столько же, сколько и сама ручка. Одновременно ему удается организовать масштабную кампанию. Уже через пару лет фирма ежегодно изготавливала по 40 миллионов шариковых ручек, а с 1965 года Big Crystal можно было купить почти в любой стране. В 1966 году Пол Фишер улучшил характеристики шариковой ручки,
ручки, он смог создать космическую ручку, которая заняла особое место в истории шариковых ручек, так как писать ей можно было даже в условиях невесомости. За всю историю производства шариковых ручек Марсель Бик придумывал множество разнообразных дизайнов ручек, но все-таки первоначальный самый простой всегда оставался основным источником дохода фирмы. Сегодня производство ручек многообразно. Есть ручки с часами, радиоприемниками, диктофонами. Не так давно появилась ручка-компьютер, которая пишет обычными чернилами на специальной бумаге, а встроенная камера распознает написанный текст и посылает его сразу на компьютер. Но несмотря на все эти достижения, самая обычная шариковая ручка не уступает своих позиций и продолжает оставаться одним из самых простых и покупаемых предметов в мире. Хотя шариковая ручка и удобна, но она потеснила в образовательном процессе сначала каллиграфию, а потом чистописание. Каллиграфия – это искусство красивого письма. И, кстати, в последнее время набирает популярность вновь, а ведь всего 3 столетия назад существовало огромное количество школ и мастеров красивого письма. Почему же каллиграфия была так притягательна? Ответ кроется в пластичности линий, закрученных и застывших в прекрасном танце. Также бытует мнение, что дело не просто в изяществе, но и в принципе золотого сечения. Все, что создано природой, в том числе и человек, построены по этому принципу. Форма букв, которая шлифовалась веками, также следует ему. Грубо говоря, привлекает нас то, что в нас и есть. Кто постарше помнит, что тетради в 1 классе на уроках чистописания были в густую косую линейку, где было определено место для каждой буковки, так как делают на уроках черчения при написании букв чертежным шрифтом. Во 2 и 3 классах писали в тетрадках в редкую косую линеечку, и только к 5 классу постепенно переходили к тетрадкам в линию по мере того, как происходило становление красивого почерка. И девочкам легче давалась наука, а мальчики смотрели в огромные школьные окна, за которыми было так хорошо, и думали, сколько же мы теряем за партой драгоценного времени. Но все познается с этим самым временем. И правильное чистое написание воспитывает терпение и трудолюбие, также развивает мелкую моторику, совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой. Развитие мелкой моторики полезно не только для детей, но и для взрослых. Она влияет на мышление, память, координацию, ловкость, наблюдательность и воображение. Красивый почерк – это богатство для бедного, украшение для богатого и достояние для ученого. Воспоминания тех, кто помнил уроки чистописания, далеко не радужные. Как кара, как проклятие или наказание маленького человечка. Казалось бы, зачем сейчас в эпоху компьютеров и смартфонов нужно учиться писать и писать красиво? Медленно, неудобным пером или ручкой. Возможно, многое не пригодится в жизни, но это просто необходимо для развития и для тренировки нашего мозга. И чем больше ты прокачаешь мозг в детстве и юности, тем лучше и дольше он прослужит в будущем. Учеными доказано, что каллиграфия противодействует отуплению и спасает от деменции. Так что никогда не поздно взять в руки перышко, когда ты совсем уже не такой, как раньше. И главное это понимать. Впрочем, не только поэтому пишущие принадлежности не выйдут из нашей жизни, хотя бы потому, что они, в отличие от куда более быстрых технологий, позволяют человеку сначала подумать и только потом выразить свою мысль. Когда вы откручиваете колпачок вашей ручки, чтобы подписать документ, у вас появляется еще несколько секунд для того, чтобы обдумать все, прежде чем сделать финальный шаг и подписать важное решение. Потому что написанное пером, как говорится, нельзя вырубить и топором. Смотрим, слушаем, комментируем и подписываемся, чтобы знать о простых вещах еще больше. С вами был канал Вещь.